Все, контент сделан, можно идти домой. Oh my god, we are so vibe. Let's take a picture. Покажи. Ветер с моря дул, нагонял беду. Точки зрения. Всем привет. Привет. Доброго времени суток. Сегодня с вами подкаст «Точки зрения». И мы на такой прекрасной, шумной, с немножечко с бризом, воздушной, прекрасной, соленой, песочной локации, как пляж. Мы близки как никогда раньше, потому что у нас тимворк, мы стараемся обеспечить его. Тишину этому микрофону. Потому что у нас из превью вот эта ЧБ-часть, которую вы только что посмотрели, она была снята еще летом, сейчас уже осень, и мы сделали... Именно ты вот сейчас проехала у меня здесь. И мы сделали прекрасные выводы, то, что нам нужно дополнительное оборудование, и нам нужно быть близко, как никогда раньше, чтобы просто обеспечить вот эту малышку прекрасным звуком. Да, мы надеемся, что он такой, что он прекрасный. Back to наша тема. Сегодня уже 3 сентября. Да, 3 сентября. Самое время поговорить про продуктивность. Настала осень. Нужно работать. Нужно работать, нужно или учиться. Не нужно. Или не нужно, да. В принципе, этот вопрос таки нас и натолкнул на эту тему как продуктивность. Мы подумали, а почему все люди куда-то гонятся? Почему культ продуктивности стал настолько высоким, что ты уже не встретишь человека, который никогда в своей жизни не пробовал вставать в 5 утра, читать книги, делать йогу, ходить на пилатес, пить стакан воды, пить кофе, красиво, эстетично учиться, даже если это вообще ни разу не помогает, ходить в Starbucks, потому что там прикольнее читать, писать и, в принципе, делать это все с чашечкой красивого кофе. И мы вот подумали, что же все-таки скрывается за этим прекрасным словом продуктивность? Как же ее достичь? Нужна ли она вообще? И что с этим делать, и как это мясо есть? Да, давайте пробежимся по первому пункту. До того, как приехать сюда и начать вообще разговаривать с вами, я посмотрела в интернете, что же все-таки люди советуют для того, чтобы оставаться продуктивными. На самом деле, это был лист pretty basic поинтов, о том, как, в принципе, поддерживать себя в рабочем состоянии, в рабочем состоянии свою голову, это думать, не залеживаться, и все, как сейчас происходит у меня, когда я не смогу связать два слова. Одно из важных пунктов было нормализовать свой режим сна. Может звучать банально, вы все это знаете, что для того, чтобы нормально функционировать, вам нужен стабильный сон. Но поймите, мы все понимаем, что после лета, после 3 месяцев каникул мы сейчас придем либо на работу, либо в школу, и мы просто выключимся. В первую неделю это будет сложно, я вас прекрасно понимаю. Но если вы хотите хотя бы как-то это вывести, особенно какие-нибудь выпускники или студенты, как вы, пожалуйста, нормализуйте свой сон. Второе, планируйте. Тоже максимально basic, максимально вещь, которую говорят все, планируйте, но это работает. Когда вы видите количество пунктов, количество дел, количество тасков, которые вам нужно сделать, это, в принципе, меняет градус остроты в вашем понимании. Когда вы разобьете весь свой таск на большое количество частей, у вас будет инструкция, как это делать. Да. Это будет не просто лист, это будет инструкция, это как его выполнять. Шагом, да. Ты планируешь? Вот у вас, соцопрос, у вас есть блокнот с планированием? Для планирования? Нет. Не делайте как она, делайте как я. У меня просто голова достаточно такая, у меня в голове все лежит по полочкам, если честно. Когда я, допустим, на работе, мне нужно сделать несколько задач, они просто одна за другой, и они так в порядке, я как компьютерная... На работе это чутка другое. Я как компьютерная система, у меня все просто приходит так по очереди. Да, кстати, да, есть типы людей, несколько типов людей, как у Макса Коржа. Какая его старая концерт отсылка. был, кстати, Какая вчера. Старая отсылка. У него был концерт в Риге. Oh no. Как жаль, что я оставила это в 2016 году. Так бы я бы поскорбила тоже.
Но, да, кстати, очень многие люди держат это все в планах голове. Допустим, вот живой пример – это мой папа. Я никогда в жизни не видела его с блокнотом и ручкой, записывающим все его митинги, но каким-то, правда, невероятным образом он все держит в голове и, в принципе, может это все модифицировать, все это может передвигать, переставлять, и это работает. Большой шатаут всем людям, как вы. Я иногда забываю, и иногда у меня все перестраивается, поэтому я все записываю и сижу такая с кофейком. Ну, это очень полезно, это может помогать. Мне нравится, мне нравится писать. Мне нравится писать handwriting. Ну, давайте поговорим, наверное, про мейнстрим именно продуктивности, как шаблон, опять-таки, когда люди пытаются гнаться, бежать просто ради ничего, просто чтобы быть, делать, просто потому, что их там какой-то блогер любимый сказал то, что надо купить его курс и вместе с ним просыпаться в 5 утра. И это уже, как-то люди иногда не понимают, что такое быть продуктивным и почему продуктивность не идет вместе с overproduction, то есть почему не нужно перерабатывать, потому что люди могут считать это продуктивностью, но на самом деле это будет просто угнетание своего организма, физического, ментального и всего такого. И когда вы находитесь в таком загруженном, очень сильно загруженном состоянии, когда вам кажется, что вам недостаточно, вам нужно больше сделать, потому что вы непродуктивны, иногда очень часто незаметно это перерастает в какую-то хроническую болезнь, хронические недосыпы и все такое. Да. И на самом деле результат, который вы получите, будет намного хуже, чем если бы вы просто deep breath, записали бы все по пунктикам и просто постепенно по этому шли в своем темпе. Да, потому что просто все бегут, как зайцы какие-то в лесу, такие бежим быстро, выполняем список дел на сегодня, 20 тысяч по всей Москве, вот так покататься 30 часов в сутки просто. Но иногда это очень во вред здоровью, это вообще... Вот у меня почему-то вот сразу всплыла в голове мысль. Мы все понимаем, что у нас не такое большое время, в котором мы можем развернуться и, в принципе, проявить себя. Я говорю, in general, это время с, допустим, 17 до 25 лет. Это пик твоей жизни. Ну, окей, ладно, это не совсем пик, но это пик твоей энергичности. Да. Ты растешь, ты молодой, ты впитываешь все как губка, ты учишься, ты работаешь, ты находишь новых друзей. Это самый-самый такой оживленный пик твоей жизни. И мы все понимаем, что, в принципе, это как раз-таки разграничение, в котором ты должен успеть стрельнуть. Ты либо стреляешь, либо потом это замедляется. Это процессы, которые мы уже все знаем, это не мы придумали, это то, как жизнь идет, это прожили миллиарды людей на планете, и это все цикличность, которую пройдут еще другие. И вот первое, что мне всплыло в голову, когда я про это подумала, перед тем, как поступать в институт, мы все, в принципе, проходим одну и ту же гонку. Это подача документов, это внесение в себя в рейтинг, это какое-то старание, я не знаю, импровить свои там оценки, какие-то activities, что-то еще. Вам нужно больше для вашего портфолио, иначе вас не возьмут. Вот этот поинт на самом деле двоякий. Во-первых, мы все понимаем, что вас возьмут в универ, вас возьмут в колледж. Не бывает такого, чтобы человек, который, pre-матч нормально учился, да даже если ты нехорошо учился, все равно вас возьмут. Пожалуйста, не плачьте ночами в подушку, не впадайте в deep depression, у вас все будет, вас возьмут. Не бывает проблемы, которые невозможно решить. Не в один, так в другой, да. Бывают только 5 проблем, которые люди до сих пор не решили. И это физико-математические задачи очень высокого уровня. Глобальное потепление. Нет, это вот прям супер-супер вот хардкор физико-математические задачи, 5 которых еще не решили. И то, по-моему, одну уже решили. Поэтому поймите, it's getting there. Все по чуть-чуть. That's fine, вас примут. Но я была как раз-таки тем человеком, который вот так вот с трясущимися руками: у меня всего лишь 25 community hours, у меня всего лишь 3.4 GPA, я никуда не поступлю. И вот тогда начинается жесткая гонка с экзаменами, с корами, где ты встаешь в
в 6 утра, потому что тебе нужно делать математику, потому что потом тебе идти на работу, потому что потом тебе идти делать это. И вот тогда ты уже не просто... Это, знаете, это как марафон. Первые 10 километров ты продуктивный. Ты еще продуктивный. 10 километров я там на первом Нет, уже не, буду. правда. С нормальным дыханием первые 10 километров ты еще продуктивный. А.к.а. Остальное это выживание, друзья. И это гонка. Да, вечная. особенно, что тебя подгоняет, это вот как раз-таки будет как вот этот культ менторов, коучей в Инстаграме, которые такие: я в 5 утра уже встала, и я уже вот это сделала. Это дети, которые оверачиверы, я бы скажу так. Они оверачивинг. У них идеальные скоры по тестам, они, оказывается, каким-то образом за 4 года, пока ты вместе с ними в одну школу ходил, успели там ракету построить, у Илона Маска потренироваться, это сделать, и вот это еще написать, и это сделать. И они подаются во все университеты, понятное дело, их принимают в лучшие. И вот это тебя убивает. Потому что тогда ты начинаешь себя корить за то, что «а почему же я, такой лох, не бежал дольше и не смог это сделать?» Не тренировался раньше. Про этот поинт, друзья, я бы хотела сказать так. У каждого свой путь. Пожалуйста. У каждого свой темп, если честно. У каждого свой темп, свой путь, свои цели и свои приоритеты на жизнь. Расставляйте приоритеты. Поймите, что ваше ментальное здоровье, ваше время и ваше благополучие – это первое, что стоит на вот этой позиции. Не какой-то кит, который суперсмарт и который поступил в Ель. Бог с ним, удачи тебе, кит, в Еле, добей еще. Ель – это университет. Один из университета типа Кембридж, Гарвард. В таких моментах оставьте это и запомните, что ваша жизнь – это не шаблон. Вам не нужно всем поступать в Ель. Оно вам и не надо. Еще? Вы можете поступить в университет, который хороший, маленький, но зато прикольный, и вы хорошо жили. Везде будет круто. И это не только про университет, если честно, это просто то, что если у кого-то кто-то идет в другом темпе, добивается каких-то вещей, это не значит то, что вы чем-то хуже, это не значит то, что вы какой-то не такой, это не значит, что вам нужно менять все свое расписание и бежать за этим же человеком. Нет, помнишь, мы как-то даже говорили на эту тему, то, что не будьте как все. Да. Если вы будете как 99% людей, вы окажетесь там же, где 99% людей со средней зарплатой 100 рублей в день. И сделайте что-то свое, будьте экстраординарным, не нужно следовать по таким вот шаблонам, бежать за кем-то, просто вот чтобы было. Вот вы сами даже не знаете зачем, но вы просто туда бежите, потому что все бегут. Это когда наши мамы говорили: а если все прыгнут с крыши, ты тоже прыгнешь. Да. Просто поймите то, что у каждого свое предназначение, у каждого свой путь, и вы сами его себе выстраиваете. И если это вы чувствуете, то, что это как-то в ущерб вашему состоянию, не надо это продолжать делать. Slow down, просто как-то пересмотрите свою методику и так далее. Иногда продуктивность — это не про бешеное делание всего подряд. Да. Это больше... Это про эффективность. Это про эффект, да. Это про результат. И если у вас результат не тот, который вы хотели, вы что-то делаете не так. И, скорее всего, время это остановить и пересмыслить. Да. Еще... Простите, ты что-то хотела сказать? Да, я хотела просто добавить про поинт, когда ты упомянула, что не нужно делать как шаблон, не нужно делать как системность. Мы также упоминали уже когда-то этот поинт, что если вы понимаете, что вы хотите вкладываться, что вы начинаете 100% своих усилий вкладывать в шаблонные вещи, такие как школа, университет, стабильный, уже подготовленный шаблонный путь развития событий, я думаю, это не нужно делать. Не нужно на это вкладываться на 100%. Я поясню. Поймите, что школа, университет и работа – это путь, который продуман. Это делают все. Система, да. Это делали все, это будут делать все, и это делают все сейчас.
Вы не первый человек, который заканчивает школу. Вы не первый человек, который поступает в университет и находит что-то сложным на первом курсе. Вы не первый человек, который заканчивает университет и, возможно, переосмысливает свои приоритеты. Пожалуйста, если вы понимаете, что вся ваша сила и все ваши энергии и все ваше время уходят на шаблонные вещи, как школа, постарайтесь найти себе что-то другое, что будет завлекать ваше внимание. А именно, не бойтесь проявлять себя, делайте то, что вам нравится. Вы хотите писать музыку? Пишите музыку. Но при этом ты же не призываешь людей забрасывать школу. Я не призываю, ни в коем случае. Я только за образование, я считаю, образование это очень важно. Но есть разные понятия, когда ты 8 часов делаешь домашку в школу, не успеваешь спать и есть, или когда ты уделяешь этому определенное время, ты также занимаешься тем, что тебе нравится. И самое главное, ты не боишься из-за того, что а вдруг я пропущу дедлайн для школы и дедлайн для университета, но в то же время отменю тренировку, не поеду на съемку или не буду там заниматься проектом. Это не надо так делать. Не нужно это делать. Ставьте приоритеты. Школа это не самое главное, это шаблон. Вы закончите любым способом. Да. Это работает. Наступит день, когда вы от этого избавитесь. И немножко пару слов про такие хобби. Уделяйте этому время, потому что это то, что вам нравится по жизни, это то, с чем вы пойдете дальше. И если вы в день выделите хоть немножко времени, хоть там 15 минут или час, или вы начнете этот ball rolling, вы запустите процесс, и что-то до этого вылупится из этого. И чем раньше вы это начнете делать, тем лучше. Тем больше опыта вы будете набираться, и тем больше вы будете улучшать постоянно свое занятие. Еще мы уже решили то, что у нас будет отдельное видео на тему родителей, но хотелось бы сказать несколько слов, когда родители очень часто советуют детям делать не это, а делать то, там идти учиться, куда говорят родители или типа того, просто потому что это может быть их какая-то несбывшаяся мечта, еще что-то, детские какие-то загоны. И да. Если вы смотрите на жизнь своих родителей, если вам не очень устраивает то, как они живут, если вы не мечтаете прожить точную копию жизни ваших родителей, наверное, нужно эту информацию фильтровать, потому что вам нужно понять, что родители, они точно такие же люди, как и мы все, они просто отдельная личность, они прошли, до сих пор проходят свой путь, и он у всех разный, да, они вас родили, как бы грубо говоря, родили. Но тем не менее, как личность, вы совершенно другой человек. Вас связывает только генетика, если на таком уровне. И вы поймите то, что иногда не все, что они говорят, это 100% правда и 100% нужно делать. Не всегда. Но... Я бы сказала так. К родителям нужно прислушиваться только в моменте, когда они вам приводят пример и результат. Нет, пример и результат. То есть, допустим, вам говорят, доча или сынок, если ты не знаешь, куда тебе идти, иди вот туда. Почему? Потому что вот люди, которые пошли туда, получили вот это живой пример, это то, что они делают, им понравилось, они получают столько денег, это приносит им такое количество удовольствия, и на бытовом плане это вот так. Пожалуйста, не воспринимайте информацию от ваших родителей слишком всерьез. Иногда это нужно додумать. Это нужно досмыслить до такого формата, когда будет удобным вам. Вам дают инструкцию. Иногда инструкция может не работать в таком виде, в котором она дана. Да, вы можете ее перешить под себя. Вы ее можете перешить, но, пожалуйста, основывайтесь на результаты. Если вы видите, что ваш родитель, ваш папа, ваша мама когда-то в свою очередь пошли именно на этот факультет, закончили столько-то лет обучения, прошли вот этот курс, и сейчас они живут хорошо, то есть им нравится их работа, они получают достаточный заработок, у них идет более-менее нормально, это результат, показатель того, как будет, если вы пофолловите это. Мне протест.
Да, иногда это не работает. Потому что Иногда вы можете быть абсолютно другой личностью. вот Опять именно, же, у вас могут совершенно другие интересы быть. да, это верно. И В вам не этот нравится, момент, что нравится им. в этот момент я бы, наверное, посоветовала попробовать это совместить. Я скажу свой personal opinion, возможно, кто-то с этим согласится, но я понимаю, что поставить все на один Всё кон, ставить не надо. на один кон, в один кон. это слишком рисково. Это интересно, это очень хорошая жизненная история, это то, что можно будет потом рассказывать если на вдруг интервью, нет, когда ты станешь успешным, да, что да. я все поставил на кон, я не ел, не пил, не работал, не выходил, но я писал там музыку или писал подкасты. Это интересно, это рисково, и, возможно, вы выпьете очень много А шампанского. возможно, вы это все прольете, Но и вы потеряете время. и Но это ничего равносильный не будет. шанс тому, что это может не произойти. Это настолько 50 на 50, что Да. да. Это точно. Поэтому на первое время, на самом деле, я сейчас говорю то, чем пользуюсь я, и то, на что основываюсь я. Это совмещение, это 50 на 50, это уделение времени тому, что вам нравится, что, возможно, даст вам в будущем очень большую карьеру, но в то же время это какие-то стабильные вещи, как университет, работа, школа и чаепитие в 9 вечера. Если честно, к нам приехал трактор. Давайте пройдемся еще по Да, таким следующий поинт, мейнпоинтам. который мы, кстати, открыли для себя совсем недавно, это люди, которые принимают таблетки и специальные медикаментозные вещи для для продуктивности. повышения активности мозга. Это очень спорная тема. Я не думаю, что мы вообще, в принципе, allowed говорить да. свое мнение без Эксперта, без не то, врача. что без эксперта, а без ресерча об Мне этом. затихло. Потому что на самом деле мы сейчас говорим отдельно про такие препараты, как фенибут и Там на П еще там какой-то, что-то я помню. перзипам. Ой, нет, не перзипам. Извините, окей, давайте мы говорим только про фенибут. Видите, мы не совсем эксперты. Это вещи, пожалуйста, Лекарственные препараты. перед употреблением которого проконсультируйтесь со специалистом. Во-первых, это вещи с накопительным эффектом. Вы можете И с эффектом плацебо. с большим эффектом плацебо. Мы не спорим с этим. Во всех, мне кажется, препаратах Да. эффект плацебо это И основная это вызывает вещь. привыкание вообще любые Это препараты. накопительный Да. эффект. Это еще хуже, друзья, чем просто привычка. Когда у вас идет накопительный эффект, это значит первые 10 раз вы можете ничего не почувствовать. Вы Такой можете... прилив сил, вау, я такой или вы- супер умный, я супер продуктивный. Да, Но или вы можете почувствовать это в малой дозе. Вы будете думать, ну что-то мне мало, там 3 таблеток в день, я попью 4-ю, 5. потому что у меня экзамен в среду. Но потом слово «накопительный эффект» даст вам настолько сильно в голову, что это может обернуться чем-то очень плохим. Поэтому, пожалуйста, если вы думаете, что это key вашего успеха, это то, что вам поможет, лучше попейте кофе и попробуйте решить проблему своим умом. потому что, да, в ту самую среду с этим экзаменом вы, возможно, даже не сможете встать с кровати. Или вас просто накроет вы жесткая никуда- паническая атака из-за переактивности мозга. Я вообще не могу. Ой, вот век живи, век смейся. Это я сейчас сама придумала. Молодец. В общем, продолжаем. Про медикаментозные, да, обязательно проконсультируйтесь с врачом. Если вам это необходимо, не занимайтесь самолечением или попытками быть продуктивным. Ваш организм может это делать сам и даже больше. Да, Вы просто это еще, наверное, не открыли, раз вы не понимаете таких вещей. Вот. И даже если мы говорим про какие-то любые другие вмешательства потусторонние, даже если даже не обязательно про какие-то там таблетки, но если это что-то, что вредит вашему организму, если, ну, мне кажется, потустороннее это не то слово. Мне кажется, типа это внешнее влияние. Потустороннее это вот это таро. потусторонние тоже может Это таро. сказать. Это таро. Ну ладно, извините. И, в общем, не нужно делать это во вред своему здоровью, чтобы просто как-то Да. бежать со скоростью лошади. Проконсультируйтесь со специалистом. Вот. Байер. Проконсультируйтесь со специалистом. Да.
next topic, который мы бы хотели охватить в этом прекрасном выпуске? Это дисциплина и привычки вместе с продуктивностью, в чем разница, как это вообще работает. Если честно, как мы уже об этом упомянули в начале, вот даже вот это мини-планирование по пунктам, это и есть дисциплина. Дисциплина — это когда я даже не знаю, как это особо сказать. Дисциплина — это когда у вас есть четкий распорядок над самим собой. Дня, это преодоление себя. Это даже не то, что распределение дня, ты можешь не распределять свой день. Это вещи, которые у тебя даже нет варианта их не делать. То есть, допустим, у тебя нет варианта Я звук чуть-чуть делаю. Нет варианта не встать с утра и не пойти в школу, потому что это дисциплина. Ты даже не думаешь о том, что это возможно пропустить, или о том, что это возможно не сделать. Посмотрите на профессиональных спортсменов. Они тренируются всю свою жизнь. Их приучают к дисциплине с 6-5 лет. Это значит, что если у тебя тренировка в 5 часов, ты должен быть там в 5. Это твоя ответственность прийти туда ровно в тайм. Дисциплина – это 90% твоего успеха. К сожалению, вещи в мире требуют постоянности. Чтобы быть в хорошей форме, чтобы быть, бодибилдером, иметь классную мышечную форму, постоянность. Ты должен постоянно соблюдать диету, ты должен постоянно ходить на тренировки. Постоянность. Ты не можешь поддерживать этот флоу, ты не можешь быть в этом каждый день без дисциплины. Дисциплина? Мелкие вещи, такие как опоздание, просыпание. Ой, я не хочу сегодня делать, у меня болит живот. Ой, я сегодня не пойду, у меня нет настроения, это нужно делать с настроением. Это вещи, как раз-таки, которые сорняки. Это минимум. Если вы думаете, что дисциплина — это когда я, Сигма, встал в 5 утра, пошел побежал, потому что я в 5 утра вот должен это делать, и я это сделаю. Нет. Начните с самых маленьких вещей. Перестаньте опаздывать. Опоздание — это очень яркая ошибка, которая выделяет в вас плохие черты. Вы не можете справиться со своим собственным временем. Как вы можете претендовать на то, что вы будете менеджить что-то большее. Введите в себя привычку такую, как, расчесываться, умываться. Вот именно ты сказала привычку. Привычка, с этого оно и начинается. Привяжите себе какое-то дело, начните его делать. Я слышала, что-то 21 день или, whatever, где-то около месяца. Просто заставляйте себя. Мозгу тяжело это начинать, потому что он не привык вводить какие-то инновации в свою рутину. Ему привычно встать, почистить зубы и покушать. А если вы между этим ставите сделать какую-то разминку, зарядку или йогу, мозг вас будет говорить: да зачем оно тебе надо, мы уже привыкли без нее, да и так вроде бы живется хорошо. Нет, вам нужно перебороть самому свою же голову и ввить это в свою рутину, сделать это привычкой, как говорилась та цитата, то что привычка рождает характер по итогу. Да, это все верно. Вот, и просто начать сложнее всего. Перейдите вот этот момент, и у вас будет все прекрасно. Вы привыкнете. Да. И из привычки это будет в дисциплине. Да, я добавлю цитату: победи себя, и ты победишь других. Вау. Давайте похлопаем. Вы хотели вот так. Какие-то моржи просто так лапками. Да, это были все поинты, про которые мы хотели рассказать. Еще раз говорю, победи себя, победи свою голову, и ты будешь крутым. В общем, мы надеемся... С точки зрения. То, что... Спасибо. Если вы досмотрели до этого момента, это как раз таки тот момент, где мы вас благодарим. Чмоки в щеки. Большое спасибо. See you next time. Адьос. Всем пока. Yeah. My girls are dying to know, is this a podcast? Yeah, it is a so podcast. Cool.